Всем привет, дорогие друзья, дорогие подруги, здрасте. Ну вот и закончился мой короткий отдых, но вас, как обычно, не проведешь, раскусили сразу махом. По идее, как такового и отпуска-то не было, просто все вокруг сложилось так, что нужна была отдушина, вот я себе ее и организовал. Но вас все равно не проведешь, вон Александр Казенов сразу написал, отдыхать тоже нужно, в том числе и от Ютуба. Хорошего вам отдыха. Спасибо, Саша. Спасибо. Нормально отдохнул. Кто-то поржет, скажет, что типа там творческий кризис, что ли. Ну, может быть и так. Но вы сами наверняка знаете, если в душе как-то не очень полно, там пусто, то так выходить и что-то говорить. Но это все увидят сразу, все сразу поймут. Поэтому, ну что, вот, набрался. Куда-то съездили, с кем-то встретился, побухал 2 дня. Ну, короче, отдохнул, все нормально, все хорошо, ребят. Теперь я вернулся, и начиная с сегодняшнего дня все у нас будет на постоянке, как и раньше было. Александр Пилипенко. Ну вот тут, кстати, огромное вам спасибо за то, что пока меня не было, вопросов-то изрядно накидали, поэтому сейчас видос получится такой, достаточно обширный. Есть вопросы, которые меня лично интересуют. Есть вопросы, которые я считаю, что в принципе должны быть освещены, потому что когда люди приходят со стороны, это для них полезная информация. Как вот, например, Александр Пилипенко. Все время хвалили мыло и говорили, что несмотря ни на что мыло зачет, а теперь хаите. Это про прораза. Александр, мы не в статичном положении, мы паутина не заросшая. То есть жизнь идет, вместе с жизнью изменяется все вокруг, и ты сам изменяешься, и все вокруг тебя изменяются, я изменяюсь. Мне прораза как нравилось, так и нравится, но, к сожалению, у всего есть срок годности. И недаром производители практически на каждой банке пишут, что после открытия срок хранения 1 год. Но я еще ни разу не встречал, чтобы срок годности не указывали или писали бы там 2 года, 3 года. И вполне резонно, что я заподозрил, что с мылом не так. Кстати, это заметил не я один. Сергей, у меня к этому так. У меня это мыло за год с хвостиком тоже изменилось. Пожух, запах, структура мыла стала как мелкий творожок, и пена стала крайне бедной и тарам-дарам. Ну, сейчас вот не очень хорошо видно, но вы на экране сейчас хорошо прочтете. Вполне вероятно, что за это время что-то произошло. Как это может случиться? Каждый раз, когда мы открываем банку, мы даем доступ к кислороду, и он помогает окисляться мылу. Плюс мы добавляем еще водички. И это тоже добавляет окисление. То есть вода, входя в мыло, она там свои компоненты, какие надо, затрагивает. Ну и там процесс идет. Плюс, если вы вдруг без таря в голове побрились и решили мыло сполоснуть не холодной водой, а теплой или горячей, вы эту реакцию ускоряете, как правильно сказать. То есть еще быстрее вы свое мыло приведете в негодность. Дабы как-то это продлить, самый лучший вариант, это, конечно же, сполоснуть его холодной водой, насколько это возможно, холодной. Потом дать высохнуть, чтобы все очаги влаги, сколько ее там есть, максимально высохли, а только потом закрывать это мыло и убирать его на хранение. Ну а то, что там хаете, не хаете, ну, у тебя было такое в жизни, что вот тебе все время что-то нравилось, потом хлоп и сразу нравилось? Или ни разу не было? Или ты вот как вот раз так сразу и на всю жизнь? Я все к тому, что у человека это нормально, это в порядке вещей. Что-то нравится дольше, что-то меньше. Поэтическая нотка не обошла стороной наш канал. На этот раз выступили наши подписчики. И оказывается, что муза время от времени из нас кого-то крылом своим задевает. Почитайте вот этот комментарий. Написал Илюша, и не он один. Дядя Вадя, как же быть? Я хочу станок купить. Как же мне с чего начать, чтобы после не ворчать? И тут же выходит Глеб Зварцев и отвечает. Илюша, заруби-ка ты урок. Под себя ищи станок. Мылом, лезвием контуйся, и найдешь ты твой шесток. Хлопцы, прям вот респект и уважуха.
Помоложе был, я тоже, знаете, вот это бумагоморачеством страдал. Да и сейчас иногда бывает, просто не осмеливаюсь это вот так как-то выкладывать. Но приходит такое, а вам отдельное спасибо за все это. Илья, вот сейчас бы меня кто спросил для начала, несмотря на все то, что вот я вот не люблю советовать и не вдаваться в дебри, а вот так, что бы ты взял? Вот как я бы сам, вот так начинал бы сейчас все сначала, я бы, наверное, с аналога 89-й головы Яковской начал. Она чуть-чуть поагрессивнее, самая малость. Тем более, как вот пацаны недавно писали в комментариях, что это не полный аналог. У этого и вылет лезвия побольше, и геометрия чуткая иная. Я бы взял вот этот станок. Почему? Во-первых, он мне нравится как бреет. И есть люди, кому не нравится, говорят, слишком агрессивный. Но мне лично он нравится как бреет. Плюс там смешные деньги. То ли 500, то ли 700 рублей. Да тут одна ручка стоит дороже, а тут целый станок дает. Я бы взял вот этот вот станок и с него бы и начал. И после этого я бы уже понимал, в какую сторону мне грести. Если мне агрессия этого станка велика слишком, можно идти в обрат. И уже смотреть просто за 89-ю голову. Или, допустим, тот же самый HD34C. Или даже на открытый гребень 15C замахнуться. Или 23C Меркурий посмотреть. То есть вот это вот мягкое уже что-то поперебирать, потрогать, пошупать. А если и этой агрессии недостаточно, ну там есть куда стремиться. Там и пикколо, там и, может быть, даже регулируемые станочки уже затронуть. Сланты нет, не стал бы. Хорошие, да они практически все хорошие. 37-й слишком мягкий. Если тебе этот был бы мягким, то тот бы агрессивнее не показался точно. Ну а дорогие, они все за бугром. Регулируемые, да, и так можно было бы поперебирать что-нибудь, попересмотреть. Ну, по крайней мере, это было бы неплохой, недорогой отправной точкой. Очень такой злободневный и такой прям в точку комментарий оставил Виктор Тарасов. В этом и кроется вся опасность мира влажного бритья. Это гонка без финиша, вечный поиск своей персональной фэншуйной схемы. Виктор прав, но, к сожалению, как донести, как объяснить, как в голову вложить, что для влажного бритья много-то не надо. Вот по сути побриться, всегда побриться можно одним станком. Если у тебя в комплекте есть, а это правильно, штук 10-15 разных лезвий, одним станком великолепно побреешься. Если ты умудрился найти себе тот помазок, который тебя полностью доставляет, синтетика, барсук, кабанчик, не суть важно, уже хорошо. 2-3 мыла. Все. Или 1-2 мыла, там и 1-2 крема. Более чем достаточно, больше не надо ничего. Вот сейчас, по прошествии многих лет, когда вот эта вот вся коллекция здесь висит, пацаны, сколько, вот недавно спросили, да, сколько стоит. Я не знаю, ребят, я не считал, чтобы не расстраиваться, потому что я умом-то понимаю, что столько-то человеку не надо. Совершенно. Просто найди ту конфигурацию станка, которая под тебя любимо оптимально подходит, и все, можно на этом остановиться. Кто-то скажет, да тебе легко говорить, ты уже столько всего поперепробовал. И, ребят, именно потому, что я столько всего поперепробовал, я и понимаю, что все это от лукавого. А кто-то опять может сказать, слушай, ну ты как бы через это уже прошел, ты да, понимаешь, но мы-то не прошли, нам-то как, нам же тоже хочется. И мыло, и станочек, и помазочек, то все, 5-10. Да, ребята, понимаю, именно потому, что сам через это прошел. И когда уже определенный путь по этой дороге пройдешь, то понимаешь, что столько много не надо. Как только ты начинаешь хапать станки, помазки, мыло, кремы, это верный признак того, что ты бациллу подцепил. Собирательство пошло в ход. Я таких людей знаю ни одного, ни два, ни три, ни пять и ни 10, у которых силобазы забиты, которые просто понюхать-то элементарно не каждое мыло всегда успевает, не говоря уже о том, чтобы побриться. Все. Увяз. Надо понять, что для тебя нужно, что для тебя важно, что для тебя стоит на первом месте.
И если для тебя стоит бритье с определенной цикличностью, допустим, ежедневная, через день, через два, через три, то есть вот твой ритм жизни, и вот под это уже можно выбрать какой-то станок, подобрать лезвие, помазок, мыло, и на этом, пожалуй, все. Остановиться можно легко, запросто. Я сейчас вот выбрал бы 1-2 станка, 1-2 помазка, 1-2 мыла, и все. Я бы все вот это мог спокойно куда-то задвинуть, куда-то убрать, и не страдал бы, и мне бы всего этого хватило выше крыши. Ну как это людям в голову вложишь, которые только в начале этого пути, а которые, не дай бог, подвержены вот этому азарту, ну никак же не объяснишь. Согласен с Виктором? Согласен. Опасность, блин, и немеренная. Но этот путь человек должен каждый сам пройти. Ты в этом плане можешь сказать, но услышат ли тебя? Можешь предостеречь, но послушают ли тебя? Вот это еще тот вопрос. Так что как-то так. А Виктор прав. И вот еще один комментарий моего вечного оппонента Евгения. Он, почему именно сейчас я хочу сказать об этом, потому что в этом комментарии лично для меня есть и плюс, и минус. Плюс – это то, что Евгений лишний раз напомнил, что без мыла лучше на кожу не соваться. И он прав. Это первое, что я говорю всегда всем новичкам. Но в то же самое время я и говорю, когда вы уже маленечко обживетесь, когда вы уже маленечко притретесь и будете понимать, что вы делаете, а не учитесь, уже научились и будете понимать, что вы делаете, тогда да, тогда вы вполне себе можете позволять уже после того, как прошли станком, пену сняли, пройти по этому месту еще раз, два, возможно, три, потому что вы будете чувствовать, что у вас происходит на коже, каким мылом вы бреетесь, какая у вас там вообще атмосфера, а что там вообще говорят-то, вообще можно туда лезть, не можно, вы все это будете понимать. Потому что если у вас мыло работает так, что у вас и по пене-то еле-еле идет, то без пены туда суваться, да вообще смысла никакого. И это даже опытный не будет делать. Он обязательно нанесет мыло. А если вы чувствуете, что у вас на лице такая пленка, что вам позволяет инструмент пройти там еще не раз, не два, то почему бы этого и не сделать? Ну а минус в этом сообщении, это то, что Евгений написал, что он не в курсе таких характеристик мыла, как постскольжение. Ну вот это, конечно же, я удивлен. Я к тебе, Евгений, всегда отношусь и относился, и буду относиться как, во-первых, к продвинутому юзеру, в бритье не новичок. И когда вот такой вот опытный товарищ говорит, что про постскольжение я вообще даже не слышал, но удивил. Там ребята в комментариях написали уже, что это такое, но от себя еще раз хочу в этом видео сказать, есть у каждого мыла от нуля, там, допустим, до какой-то там, до 5, до 10, назови как это хочешь, эффект постскольжения. То есть ты, когда его наносишь, оно вступает в контакт с кожей, ты его размассировал, ты его нанес на лицо, какая-то часть впитала, приподняла тебе волоски, напоила их влагой, подготовила к бритью, и после того, когда ты проводишь станком, мыло само по себе бывает так сделано, что ты все снимаешь, но какая-то пленка, децл ее, остается на лице. Вот именно это мы называем постскольжением. Если ты провел станком, потом проводишь, а у тебя уже кожа, нет никакого скольжения, значит постскольжение нулевое. А если ты провел, а потом рукой проводишь, а у тебя там явно ощущается еще вот эта масса, это значит хорошее, там на сколько, 3, 4, 5 постскольжения. А бывает такое постскольжение, что просто святых выноси. Ты станком провел, а потом берешь вот так вот просто по коже, трешь пальцами, а у тебя там новая пена появляется. Да, и такое мыло тоже есть. Вот это мы и называем постскольжением. Конечно же, это такой, знаешь, достаточно имховый фактор. Это мы сами себе вот как-то так вот рассуждаем. Я не думаю, что где-то ты там у мыловаров это найдешь, я фиг его знает. Ну, может, и найдешь, но в нашей среде, в бритвенной среде, это вполне себе понятный термин, и многие тебя поймут, если ты скажешь, что постскольжение у мыла плохое или хорошее. Ну, вот, как-то так. Вот Леня Смирнов, и должен сказать, что не он один, задает вопрос. Вадим, по прошествии 1,5 лет, когда впечатления окончательно сформировались, что скажете про синтетику и барсука от мужского материка?
Стоит ли смотреть в их сторону, если задача иметь единственный помазок для ежедневного, может быть, через день бритья? Или лучше китайцы или европейцы? Тарам-дарам-тарам. Ну вот, короче, отзыв. Леонид? Да, Леонид Смирнов. Ты куда подевалась, красавица? А, вот она. Лёнь, так они китайцы есть. Узлы-то китайские. У многих синтетик узлы китайские, не только у наших российских. Европейцы ставят китайские узлы, американцы ставят китайские узлы. Китайцы, они не дураки. Они пока учатся, они все вызнают, все воруют, все вынюхивают, все выспрашивают. В китайской философии есть такая вот штука. Ты пока учишься, ты молчи, ты просто учись. И впитывай информацию, как промокашка, как губка в воду. А потом, когда научишься, вот потом уже что-то можешь сказать. И вот они учатся. И как-то вот так вот научились так, что вот они научились, стали делать хорошие вещи, нормальные вещи. По поводу мужского материка. В бритье я его еще не запускал. И ну вот сейчас будет другой китаец. Ну давайте на следующее бритье его запустим. Но сейчас же я втихушку, знаете, пока от Ютуба решил отдохнуть, маленечко подходил, конечно, так вот елозил. Ребята, помазок зачетный. Помазок классный. Лучше или хуже он, той же самой, допустим, синтетики Яки. Но у Яки вот такого ворса я еще не встречал. По тактико-техническим данным есть у Яков помазки, которые где-то рядом стоят с этим. Может быть чуть выше, может быть чуть ниже. Тут я не берусь говорить, потому что это все достаточно имховое, но не хуже точно. Но к этому помазку можно относиться как к хорошей вещи с кастомизированной ручкой. То есть или это металлическое, или это деревянное. Вот если вас это интересует, хороший помазок с оригинальной ручкой, то да, несомненно, можно смотреть в сторону этих помазков. А как на нечто такое, что вот стоит где-то там на божничке, и до него вот так вот тянуться, там, вот хочу такое, вот там еще тут квартиру, почку иди продай, купи. Нет, нет, ни в коем случае. Это отличная, хорошая вещь, достаточно неплохо обладает соотношением цена-качество, но что-то таким исключительным я бы не стал называть. Среди помазков, то вот нет лучшего помазка. Есть тот помазок, который больше всего нравится тебе. Я не могу сказать, что вот этот самый лучший, или вот этот самый лучший, или этот самый лучший. Есть классные, которые тебе заходят. Да, этот среди них точно так же. Но самый лучший, но это тот, который тебе будет нравиться, тебе будет заходить. Помазок настолько хорош, что у меня его жена к себе подрезала и только им и пользуется. Как она это поделила, я спрашивал, она не смогла ответить. Но вот это тот помазок, который она забрала себе. Вот. И каждый раз, когда вот ей нужно что-то делать, она вот этим помазочком упражняется. Исключительно я бы, наверное, все-таки мог назвать фибру от Мюлей. У них уже более продвинутая синтетика, она ни на что не похожа. На второе поколение точно. У них там, по-моему, уже идет там 3+. Но там, да, там совершенно другая синтетика. Но, блин, там и ценник как бы конский. Поэтому вот. А один помазок на всю жизнь, это грустно. Вот два помазка на всю жизнь, это веселее. Определись сам для себя, что тебе нужно. Массаж или поглаживание, или все вместе, или работа кистью, или в раскоряку. Объем, будешь жрать воду, не будешь жрать воду. Будешь работать больше в чаше, больше на лице. Вот эту вот всю информацию в кучу собери, тогда легче будет понять, какой помазок тебе нужен. А за синтетику, за любую синтетику, одним неоспоримым, нет, не одним, а еще одним неоспоримым плюсом можно внести то, что она неприхотлива в обиходе. То есть в ухаживании каких-то особых таких, вот знаешь, вот танцев с бубном она не требует. В просушке достаточно элементарно просто. Хорошо промыла, полотенце вытер, все, она чистенькая. Ну, с барсуком чуть-чуть похлопать, но не настолько, чтобы это было какой-то, знаешь, вот ступенькой преткновения, которая, ну ты что, нет тогда, нет.
Это просто есть, это еще один фактор, характеристика этого помазка, вот и все. Денис Перепелкин интересный комментарий привел. Ему понравилось комбинировать разные станки, плиты, верхние и нижние, вот это, и выводить какие-то новые совершенно порой причудливые комбинации. И он совершенно справедливо заметил, что на ютубе вот эта сторона станков Т-образных как-то вообще практически не освещена. У нас с вами на эту тему, по-моему, одно или два максимум видео, и все. И он предлагает вот эту вот тему как бы осветить. Я подумал, ну, лично для меня, наверное, все-таки это было бы интересно. Но хотел бы все-таки сделать одну маленькую поправку. Если и делать это, то, скорее всего, нужно делать с достаточно популярными станками. Потому что я сейчас вот могу, допустим, Року вытащить и чего там, ну, бам-бам-бам-бам-бам. Ну и чего-нибудь там еще одно, и он там вот наш советский станок, например, какой-нибудь. Но это практически стопроцентная гарантия, что я затрону всего лишь 1, 2, 3% от общей массы людей. И им это будет совершенно неинтересно. И будет совершенно по-другому, если взять, допустим, у тех же самых двух красавцев. Они не случайно у меня висят на полке рядом. Это оригинальная Мюллевская 89-я голова, Сонька золотая ручка и Эрзац от Яков. Это, казалось бы, две головы на одну тему, но они разные, совершенно разные. Я тогда совершенно наобум, знаете, по интуиции, просто по чуйке предположил, что если взять, допустим, поменять местами верхние и нижние плиты Яковской и Мюллевской 89-й головы, то будут совершенно два разных станка. И да, парни вышли в комментариях, подтвердили, на самом деле так оно и есть, будут два разных совершенно станка. Напишите в комментариях, насколько вам это интересно. Если вам интересна вот эта тема, ну, поиграться плитами разными, верхними и нижними, на популярных станках, то тогда надо определить, какими станками, и вот тогда вот и уже там тырц. Мне бы вот, например, тоже было бы по приколу, если бы на 41-ю голову, к примеру, поставить голову от 89-й головы Мюлля. То есть, что было бы? Потому что на нижнюю плиту 89-й голову верхнюю от 41-й мы уже как-то ставили, там такой, драчун получился. Но всяко разно было агрессивнее, чем 89-я оригинальная. Ну вот, что вы думаете? А если так, ну его нафиг. Ну ладно, что, ну его нафиг, нам что делать, нечего, у нас сейчас станков навалом. Вот ваше мнение, было бы интересно. А вот интересный комментарий от Глеба Завертсев, да. Эх, Вадим Викторович, этот звук. Вот как только коснулись голосовой, какой, блин, что-то не видно, нифига, блин. Короче, щетины, как вот это вот лезвие идет, и сам звук. Порой по одному звуку я уже определяю, будет ли хорошим для меня бритье. Пускай оно даже будет чистым и по концовке, но насколько оно в кайф будет. От некоторых сочетаний ты этот кайф ловишь, от некоторых нет. Некоторый бальзам для твоего уха ты их впитываешь каждой фиброчкой своего тела, особенно когда по целине непахано идешь и только-только первые кустики собираешь, вот там звучара такой. А порой, ну, идет какой-то швык, прыг, палка забору, там бзык, что-то там ни бы, ни мы, ни кукареку, то есть вот консервная банка какая-то. Потом уже, когда думал об этом, да, конечно же, по кайфу, да, конечно же, нравится. Но все-таки от сочетаний многих факторов зависит этот звук. Есть поющие станки, есть совершенно не поющие. Есть поющие лезвия, есть лезвия так себе. То есть вот как ты вот это вот все соберешь, как вот оно у тебя пойдет, порой можно такую симфонию получить, что просто вау. Это пфф. Да точно так же, как клинковые бритвы. Есть поющие, есть не поющие. Ну вот, я только кассетников поющих не слышал, не видел. Но если кто-то из вас знает, напишите в комментариях, по приколу было бы. А поющие станки и клинковые, да, это уважаю. Я бы такую музыку, знаете, записывал бы отдельно и отдельно бы вот так вот выпускал, чтобы, знаете, вот просто вот кайф вот этот. Ну вот, уже ловлю. И далее там шубка пошла. Торчуны вот эти повыскакивали. Это одна из вот этих вот мизерных вещей, из-за которых мы любим, вот то, чем мы занимаемся. Влажное бритье.
Ты получаешь кайф отовсюду. Тебя греет и изнутри, и снаружи. Ты просто каждый раз, когда вот к этому обращаешься, ты купаешься в этом кайфе, ты впитываешь его фибрами. И вот та вот поросль, которая порой у тебя встает на шкуре дыбом, это и есть лишнее подтверждение того кайфа. Как часто у вас волосы дыбом встают только из-за того, что вы получаете хорошее бритье кассетником? Часто? У меня не было ни разу. А вот с этими вот охламонами, да через раз. Вот это и есть, наверное, наш фан. И звук хороший, отличный, породистый, нажористый звук. Это всего лишь одна из составляющих, которых много. У кого-то их больше, у кого-то их меньше, у кого-то их вообще вагон и маленькая тележка. Это все зависит от индивида, от человека, как он к этому относится. Кто-то начинает испытывать кайф еще только на подходе к ванной, а кто-то балдеет только после того, когда берет лосьон и на себя опрокидывает. То есть это от человека зависит. Ну вот так я к этому отношусь. Роберт Фрона оставил интересный комментарий. Я его включил в сегодняшнее видео только потому, что для меня это было полным откровением. Он пишет, что шипр не так взбодрил из-за квасов. Квасы беспрецедентно смягчают жгучий эффект алкогольного автошейва. Странно, что вообще что-то ощутили. Век живи и тупым помрешь. Ой, дураком. Блин, я даже не знал, что квасы такую роль играют. Ну, в принципе, для меня не новость. Если, допустим, ты хорошо на фейсбамбуке себе вот это вот все разнес, то когда квасами проходишь, то да, там пощипывание изрядное. Но что после этого еще и автошейв не будет работать, вот это для меня было новостью. Спасибо, что сказал, огромное спасибо. Алекс вот написал интересную вещь. Видел, что в итальянской академии барберов Сан-Мартин пришейв и горячие полотенца, которые кладут прямо на пришейв, делают перед каждым проходом. 3 прохода, 3 пришейва с полотенцем. Перед нанесением пены пришейв убирают, автошейв из одеколона наносят специальной салфеткой. Ну, я хрен его знает, парни. Если бы я перед каждым проходом себе это делал, но я боюсь, я бы там все поперепарил бы на 100-500 рядов и там впахал бы прям. Там это делают люди, которые понимают тот инструмент, которым работают. Это профессионалы. И наверняка они делают скидку на то, что как они работают вот здесь, при этой технологии. То есть они заведомо понимают, что они не перепарят лицо, они не слишком мягко сделают эту кожу. Хотя как они это определяют? Вот пришел человек, он что, сразу понимает, какая кожа? Или он у него спрашивает, а тот ему говорит. А если у него кожа настолько нежная, он ее перепарил на 3 раза, она у него уже вся как из бани, знаете, вот белая такая, и он хлобысит, и все, и чё? Вот это я не понимаю. Я не раз и не два сталкивался и в своей жизни, и вы в комментариях писали, что перепаривая кожу, человек усложняет себе задачу. То есть он может снять слишком много и снять то, чего не надо было снимать. А тут пришейв перед каждым проходом, да еще и полотенцем. Вот это вот, блин, объясните мне, я что-то не догоняю. Вот очень интересно было бы послушать, что вы об этом думаете. Я тут за королевский-то компресс посыкиваю, потому что я боюсь, что мне тут все ага, и что потом делать, как потом бриться. А тут перед каждым проходом. Ну вот вопрос, интересно, вот вы что думаете об этом? А это вот Овик Аракельян написал, что он, пусть недорогого, но все-таки по мазка запустил в кипяток, но обрадовался, что он на него почистился, а потом констатировал, что он на него рассыпался. Овик, наверное, просто не посмотрел то видео, которое вот уже не раз и не два говорили по мазках. За кабана про температуру я не слышал. До какой температуры можно его вводить в искушение. За синтетику, ну, кипятить я бы ее не стал. Но я не думаю, что она каким-то образом будет бояться горячей, к примеру, градусов 50-60 воды. А что же до барсуков, то ты его угробишь на корню, если будешь употреблять температурой свыше 40-45 градусов. Ты просто, это натуральный ворс. Он вот этих вот всех вот, нет. И он не такой жгучий-могучий, как щетина у кабана. Поэтому тут надо смотреть, что делаешь. Ну хорошо, что он у тебя недорогой был. А если бы кабаневого барсучка туда сунул, да еще и породистого, ох ты, блин, удивился бы, сколько баксов ты потерял за раз.
То есть вот тут как-то надо меру знать. Но с другой стороны, ты на эти грабли уже наступил и сам все в курсе. Вадим Верн оставил такой мощный комментарий. Я его растяну чуть-чуть, ребята, кто хочет, почитайте. Поставьте на паузу, но ждать, пока вы прочтете, я не буду. Он задает вопрос по поводу хранения кремов. Тут, наверное, я бы хотел сделать основной упор на комментарии под видео, что люди скажут. Почему сам так беру самоотвод, объясню. Ребята, я в этом плане пофигист. Да, каждый раз, когда я беру коробку, я, конечно же, читаю, что там написано, срок годности, 1 год, но я на это забиваю с большим пробором. Во-первых, потому что я не такой уже педант. Во-вторых, не такой брезгливый. И в-третьих, если, допустим, там написано год, а у меня уже мыло там лежит 2 года, я его не выкину. Если оно бреет, я все равно буду им бриться. То есть я к этому так отношусь. Я не говорю, что это хорошо или не говорю, что это плохо. Я говорю, что это у меня так, как у вас, вы знаете сами. А что касается хранения кремов, то да, действительно, после того, как вы их открыли, Вадим пишет о том, что там можно в холодильник класть, там то все, 5-10. Со своей стороны, еще давно обсуждался этот вопрос, еще в паре. Типа там, если никотин бросить в морозилку, то он там дольше сохранится. Ребята, не секрет, что пониженные температуры замедляют химические реакции все. Наиболее благоприятное протекание химических реакций во многих веществах, связанных с ПАВами, со всей этой бедой, это район где-то от 35 до 45 градусов. Вот в этом промежутке. Как только вы берете, допустим, к примеру, открытый крем, кладете его в холодильник, то, естественно, вы замедляете эту химическую реакцию. То есть она будет не бодренько такая, знаете, что вам тут при такой температуре работать надо, да идите вы лесом, и все, реакция заглохла. А как только вы ее в теплое место, она уже бодрячка начинает включать, и там уже что-то там тырым-тырым начинает работать. Я не пользовался холодильником никогда. Советовать не стану. Просто холодильник это не для меня. Вот крем лежит и лежит. У меня здесь, как правило, больше 25 градусов не поднимается. Я знаю, что до заветных для той химии 35-45, всякое разное не доходит. И что, холодильник забивать? Лежит, герметично закрыто, что и там будет. Вот я к этому так отношусь. Как на самом деле, я больше склонен послушать ваши комментарии, потому что то, что я сейчас сказал, это не профессиональный ответ, это не ответ профессионала, это просто мой житейский такой подход, мой житейский опыт. А вот если среди нас есть профессионалы, тем более химики, вот это было бы интересно, вот это было бы самый цимус. И Вася батарейки, он тут парень роет в полный рост, тут кучу инфы уже перелопатил. Почему этот комментарий тут, в видео? В своем сообщении, да, оно тоже здоровое, нажмите на паузу, кому это интересно, почитайте. Мне очень понравилось, как он там одну ноту подметил, совершенно справедливую, по поводу лезвий. Если у вас есть один определенный станок, то меняя лезвие в этом станке вы осуществляете всего лишь микроподгон, микрорегулировку. То есть у вас есть, допустим, рубанок уже с выставленным жалом, и каждый раз, когда вы по клину, по деревянному постукиваете, вот эту подгонку вы и делаете. Но вы никак не смените саму архитектуру станка, геометрия уже заложена. Чтобы вам ее кардинально поменять, у вас есть всего лишь 2 способа. Первый, самый надежный. Это просто взять, поменять станок на более агрессивный или на менее агрессивный. Все. Это уже будет серьезно. Второй – полумера. Но он может сработать в том случае, если вы, допустим, сейчас не готовы к покупке нового станка. Это путь прокладок. Подкладывая прокладки под лезвие или над лезвием, вы будете менять регулировку в ту или иную сторону. Если вы взяли под лезвие, положили прокладочку, потом зажимая, закручивая станок, у вас крылья РК опускаются, вы уменьшаете габ, и у вас станок становится более мягким. А если вы сверху кладете, при зажимании у вас крылья наоборот поднимаются, габ увеличивается, и станок становится более агрессивным. Насколько для вас это рабочий вариант, вы можете узнать только сами.
Но если вы все-таки пойдете по второму пути, ребята, еще не забывайте, что все лезвия, которые вы будете использовать, они разной толщины. И это будет иметь значение. Изменяя гап даже на 100-ю, на 10-ю, вы уже добиваетесь другого результата. Поэтому каждый раз, когда подкладываете лезвие, понимаете, что вы делаете. Если, допустим, лезвие толщиной 1 мм и 0,8 мм, это будет две больших разницы. Вот об этом хотел сказать. Никудит совершенно недавно пришел вот этот сообщений, он под видео о Вейше пишет, то есть он как кассетник, такой же безопасный станок. Мне Рома Пастухов посоветовал этот станок. Не совсем понял. Рома посоветовал, спрашиваешь у меня. Если бы, допустим, ты сразу у меня спросил, ну практически да, как кассетник. Только ты должен понимать, что станок тоже больно необычный. Он очень мягкий. По той шкале, которую вы можете найти под 87-м видео, там таблица агрессивности станков, он занимает, по-моему, первую или вторую позицию, что там, типа, у него 1 или 2 балла. Но дело даже не в этом. Станок Вейши – это один из станков, которые азиаты используют для себя. Точно так же, как вот и физер знаменитый, который японцы делают для себя. Им мягкие станки заходят, потому что у них мало растительности, а та, которая есть, она такая чисто символическая. То есть смахнуть ее мягким станком, это все, нету. А тут приходит русский мужик Никудит с простым русским именем и говорит, а вот блин, а он что, как кассетник? Я специально оговариваю, потому что сам через это прошел и сам выбирал свой первый станок. А какой мне такой станок взять, чтобы он меня не покалечил, не изувечил? Вот все говорят Р-89, да какая там, ты чё, а вдруг, а он мне там, не, а вот что там помягче есть, чтобы вот сыкотно все-таки вот, а вдруг HG-34, а вдруг Меркур 15, нет, ты чё, он же открытая голова, открытая режет, не режет, режет геометрия. А не то, что открытый гребень или закрытый гребень. Открытый-закрытый гребень это всего лишь лишнее, ну скажем так, он больше будет оставлять мыло или нет. А если полно себе мягких станков с открытым гребнем, тот же самый Меркур 15C, он тебя не зарежет. И все равно он будет агрессивнее, чем тот самый Вейши. Тут у нас зайчик пришел, папочка. Я сейчас с высоты своего опыта Вейши не стал бы советовать, объясню почему. Он мягкий. Я не знаю ни одного человека, который на постоянке брился бы этим станком. Зая, ну ты имей, вот я понимаю, но... Ну все, танк пришел, его сейчас не остановишь. Попробовать? Ну возьми попробуй. Он стоит 3 копейки, что там, ты в любом случае не обеднеешь. Там сколько он там, 10 баксов, 8 баксов. Ну а так, чтобы по-серьезному нашим русским людям, русским я имею в виду всем, кто говорит по-русски, кто русский язык понимает, у кого русский язык в обиходе, у нас нет такой щетины, как у азиатов с Таиланда, с Кореи, с Вьетнама, с Китая, с Японии. У нас не такая щетина, у нас другая. И советовать тебе станок, который годный для них, для тебя, ну, я бы не рискнул. Так, на поиграться, для побаловаться, ну возьми, почему нет? Но на постоянку, я думаю, он будет твоей, если ты возьмешь, он будет твоей школьной партой. Ты на нем обучишься, схлопочешь по лицу, первые шишки набьешь, а потом поймешь, что тебе нужно что-то другое, ну и возьмешь что-то другое. То, о чем я тебе сейчас говорю. Вот как-то так я к этому отношусь. Так. Блин, Зая, не мог ты 5 минут потерпеть? У меня тут уже, по-моему, да, последний комментарий. Заяц под финиш нам тут весь цимус испортил. Ну, приперло мужика, что тут скажешь? Зая, ты хоть людям-то покажешься, нет? Зая, пойдем. Вот он мой мальчик. Ой, ну все. Шо ты такой весь? Все, ребята, на этом давайте уже, наверное, прощаться. Сейчас пойдем уже бриться. Ну а вам всем добра, счастья, радости. Берегите себя, берегите своих близких. Дай вам Бог здоровья.
Пускай всегда-всегда все будет хорошо. Ну и пошли бриться.